Приехав в США, вы не сможете устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу, и это вполне нормально. Нужно сначала пройти через несколько бюрократических этапов в оформлении документов, разрешении на работу и прочее. Другое дело, когда вы приезжаете по бизнес-визе. Тогда вы сможете без проблем официально устроиться на перспективную работу и зарабатывать огромные деньги. Сегодня я хочу рассказать про один из способов, как можно помочь мигрантам на первых порах. И речь идет не о мувинге, доставке еды, клининге или прочей малооплачиваемой профессии. Да, сюда может пойти любой человек, даже без опыта, документов, образования. Но согласитесь, здесь вы не добьетесь высот. А зачем вообще тогда ехать в США, чтобы работать там курьером по доставке еды? Пока вы обстраиваетесь, учитесь, получаете документы и прочее, вы можете спокойно работать и зарабатывать деньги на удаленной работе с гибким графиком. Ведь удаленная работа зачастую не обеспечивает полную гибкость. В 95% случаев сотрудникам нужно быть на связи в определенное время и желательно в пределах одного штата или города. Но гибкая модель гарантирует, что вы будете работать на 100% удаленно без разницы откуда и когда. Не все профессии могут обеспечить такие условия. И сегодня я расскажу, какие из них позволят вам получать хорошие деньги и работать полностью удаленно из любой точки мира. А для начала позвольте представиться. Я Андрей Солодов, аккредитованный миграционный представитель из города Форт Лодердейл, штат Флорида. Первая профессия из моего списка самых востребованных – продуктовый дизайнер. Сейчас продуктовый дизайн важен как никогда. От работы дизайнера и его решений зависит большая часть успеха продукта. Профессия достаточно молодая, и четких требований к ней еще нет. Разные компании ждут от дизайнеров разного функционала, но все сходятся на том, что недостаточно просто рисовать, прототипировать или заниматься аналитикой. Продуктовый дизайнер – это специалист с широчайшим спектром знаний и навыков. Здесь и аналитик, и проектировщик, и дизайнер, и даже motion и копирайтер. Он отвечает за исследование продукта, разработку его дизайна в соответствии с ожиданиями заказчика и реализацию этого дизайна. Его работа подразумевает аналитический инженерный подход. Но и без творчества тут не обойтись. Сколько зарабатывают продуктовые дизайнеры? По данным сайта HeadHunter, среднее предложение для продуктовых дизайнеров составляет от 40 до 90 тысяч рублей ежемесячно, в зависимости от города. Например, в Москве такие специалисты получают 90 тысяч рублей в месяц. Вторая профессия в моем списке – писатель технических заданий. Копирайтер – написание текстов для сайтов, блогов и социальных сетей. Многие книжные издательства набирают на работу сотрудников удаленно. Как правило, вакансии открыты для корректоров, редакторов, переводчиков, иллюстраторов и дизайнеров. Не обязательно создавать свой собственный роман. Если у вас есть такой талант, то почему бы не издать свою собственную книгу? Кто знает, может потом ее не только издадут, и она станет бестселлером, но еще ее и экранизируют. Тогда вам можно и вовсе забыть про работу, получать проценты с продаж вашей книги. Многие издательства ищут новых авторов. В зависимости от специализации они заинтересованы в авторах художественной и деловой литературы, детских книг, учебников и пособий самоучителей. Как правило, автор получает гонорар после выпуска книги. Что касается заработков, здесь нет потолков. Все зависит от ваших навыков и желания. Следующий в моем списке – Product Manager. Это специалист, который полностью отвечает за продукт от идеи до выхода на рынок. Он разбирается в маркетинге, дизайне и IT, умеет работать с данными и управлять командами. Сегодня это одна из самых востребованных профессий. Многие считают, что Product Manager занимается только созданием нового продукта. На самом деле это не совсем так. Независимо от того, в какой сфере работает специалист, в его задачи входит не только разработка качественного нового продукта, но и получение максимально возможной прибыли от реализации этого проекта посредством качественной дистрибьюции и грамотного продвижения на рынок. Product Manager участвует во всех этапах жизненного цикла проекта, при разработке, производстве, продвижении. Причем не только нового продукта, но и уже давно существующего. Сколько получает такой специалист? Выбирая работу Product Manager, нужно понимать, что уровень дохода специалиста во многом зависит от того, в какой сфере и компании он будет работать, как он будет продвигать продукт и какой именно продукт. В среднем начальный уровень дохода специалиста составляет около 50 тысяч рублей. Чем больше опыт и сложнее выпускаемый продукт, тем выше доход. У специалиста с хорошим опытом он может достигать до 200 тысяч рублей в месяц. Следующий в моем списке – помощник руководителя, удаленный бизнес-ассистент. Это правая рука руководителя, но он не занимается личными поручениями, а продвигает и развивает бренд. В первую очередь ассистент берет на себя рутину, ведет переписку с клиентами, координирует работу с подрядчиками, администрирует группы в соцсетях, готовит материалы для презентаций и лендингов, запускает рассылки и готовит вебинарные комнаты. Чтобы работать бизнес-ассистентом, не обязательно обладать творческим потенциалом, иметь специальное образование и опыт работы.
Но ему нужно обладать такими навыками, как быстрая обучаемость, четкая самоорганизация, высокое чувство ответственности и добросовестности и автономность. Чтобы освободить больше времени для управления бизнесом, руководителю нужно кому-то передать часть своих заданий и все то, что он может выполнить другой человек по определенным инструкциям. И они готовы оплачивать такую работу приблизительно от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Для вас занятость на такой работе составит 5-6 часов в день. То есть при наличии времени и желания можно работать с двумя работодателями и зарабатывать около 50 тысяч рублей в месяц. Это очень неплохой показатель для такой работы. Опять же, уровень оплаты зависит от ваших обязанностей. Чем их больше, тем выше заработки. Удаленный рекрутер – это специалист, который занимается подбором персонала, но работает не с одной компанией в рамках штата, а сотрудничает с разными проектами на удаленной основе. Главная задача рекрутера – это поиск кадров в нужном количестве по запросу работодателя. Подбор сотрудников – затратная по времени процедура. Если ее начинает выполнять собственник, управляющий или менеджер по персоналу, то у него останавливаются другие процессы. Сейчас своих рекрутеров нанимают многие компании. Заработки рекрутера могут быть нестабильными, к тому же часто хорошо сделанную работу приходится начинать заново, так как кандидат не прошел испытательный срок по независящим от менеджера по подбору персонала причинам. Доходы рекрутеров-фрилансеров существенно выше. Цена на подбор квалифицированного специалиста на специализированных биржах варьируется от 10 до 36 тысяч рублей. Поиск редкого специалиста может стоить 40-50 тысяч рублей, а иногда даже зашкаливать за 100-120 тысяч рублей. Менеджер социальных сетей – это специалист, занимающийся продвижением компании, бренда или товара в соцсетях. Многие компании и предприниматели открывают бизнес в интернете с целью увеличения объема продаж. И в этот период они остро нуждаются в специалистах, которые грамотно настроят профили социальных сетей. Это перспективная профессия для тех, кто хочет стартовать диджитал. Зарплаты в ней могут достигать 200 тысяч рублей. А еще она позволяет получать навыки для смежных профессий – маркетолога или аналитика. Маркетолог-фрилансер – это человек, который придумывает, как продвигать продукты, делает несложные сайты, считает бюджет и настраивает рекламные кампании. Он работает на себя, сам ищет клиентов, полностью отвечает за проект. Интернет-маркетологи нужны разным компаниям в сфере торговли, образования, логистики, сервиса. В вакансиях на HH.ru специалисту обещают зарплату от 80 до 250 тысяч рублей в месяц. На ее уровень влияет опыт, знания, инструментами, которые владеет соискатель, а также размер самой компании. Чем она крупнее, тем больше готова предложить. Графический дизайнер – это онлайн-специалист, который занимается визуальным оформлением различных символов, изображений и текстов. Работает он с помощью новых промышленных технологий, компьютерной графики и специальных программ. Графический дизайнер разрабатывает на заказ логотипы, шрифты, наружную рекламу, упаковку, внешний вид обложки журналов, различную символику, фирменный стиль компании или бренда. С помощью своих работ этот специалист формирует имидж компании в глазах потребителей. Дизайнеры сегодня на расхват, только у предпринимателей, но и у своих коллег. Зарплата графического дизайнера составляет в среднем от 50 тысяч рублей, и это не предел. После того, как начинающий специалист наполнит работами свою портфолио и приобретет постоянных клиентов, то легко сможет зарабатывать от 100 тысяч и больше. Разработчик WordPress. Попробуйте зайти на любой веб-сайт. С большой вероятностью он будет создан с помощью WordPress. Благодаря такой популярности многие программисты из других стран работают с этой CMS. Зарплата разработчика составляет от 50 до 100 тысяч рублей по стране и от 60 до 170 тысяч рублей по Москве. Поэтому эта профессия отличная возможность подрабатывать удаленно, обеспечивать себе жизненные потребности с финансовой точки зрения. Инженер-программист. Программисты занимаются разработкой, усовершенствованием и тестированием программ, приложений и других продуктов. Навыки инженера-программиста, то, что он делает, необходимы в разных областях. Производственные предприятия, компании, занимающиеся инновационными разработками, выпусками бытовой техники, разработкой IT-продуктов для бизнеса, испытывают высокую потребность в таких специалистах. Зарплата начинающего IT-специалиста от 60 тысяч рублей. Уже через 3 года это может быть 150 тысяч рублей. На этом сегодня все. Я перечислил самые перспективные и востребованные профессии, которые позволяют работать удаленно из любой точки мира. Поэтому прежде чем мигрировать в США, я рекомендую вам освоить одну из них. Поверьте, это существенно упростит вашу адаптацию на первых порах. Кто знает, может и вовсе работая удаленно, вам не потребуется искать работу в американских компаниях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вас ждет еще очень много интересных роликов о жизни в США.